Квартира. Квартира в Бесте. Я ее приобнял немножко. Ага. Слушайте, у нас такой породы нету. Всем привет, друзья! Вы на канале Черничный хутор. Тут снимаются видео о жизни семьи в лесу. Но сейчас мы путешествуем по Азии. И наш самолет сегодня приземляется в Индонезии, на острове Бали. Что мы о нем знаем? Да только то, что это очень популярный курорт и райский остров. Давайте вместе тут попутешествуем и разберемся на месте. Пошли покажем, где живем. Ну вот такой вот, друзья, номер, можно сказать, бюджетный для Бали, потому что он нам обходится, мы взяли ровно на неделю, смотрели разные отели, если нам прямо на берегу океана, стоило на недельку примерно $1000. А этот выходил $280 на недельку, причем если вы берете 7 дней, 8-я в подарок. Вот так вот мы за $280, это получается где-то примерно $40 в сутки. Есть все, что надо, только что трансфер возит на океан. Все, туда каждых 15 минут отправляется. И завтрак есть тут, ну и как бы и фен, и водичка тут, и сейф, и чайник, и телефон, ну как бы с балконом, завтрак, шведский стол, хороший завтрак, там где выбираешь себе еду, бассейн. Нам лучше не надо, потому что нам надо за 7 дней посмотреть вообще сам остров, сами понимаете, а путешествовать сюда будем только приходить ночью спать. Вот. Ну, интересно, что первый раз вижу такое, что мойка прям возле кровати, потому что тут за стеклом туалет, а тут за стеклом душ. Стеклянная дверь. В целом есть и ржавчинка, и плесень. Ну, есть и шикарные открывачки. Ну, если нам на Бали понравится, и мы пройдемся где-то какой-то отель, какая-то локация, есть красивое место, мы оставимся еще на пару дней в каком-нибудь шикарном отеле. Посмотрим. Отель 2 километра от пляжа. Ну, есть свои лежаки здесь на пляже, свой бар. Какие-то водоросли, наверное, для суши, нури. Много мелких бутылочек. Походу проштормило. Водичка просто на 24. Теплая? На 24. Холодная вода? Так, первые впечатления. Мы разочаровываемся потихонечку. Холодная вода, грязный океан. Хоть бы было все нормально. Это что? Ну ладно, вот это понятно. Это что? Мы еще что-то такое плохое пытались сказать про Мальдивы. Про Мальдивы беру все слова свои обратно. Чем дальше, тем хуже.
Мы только что пообщались с ребятами, которые тут неделю отдыхают. Сказали, что все пляжи, вообще даже можете никуда не ехать, вот такие вот грязные. И это, говорит, еще самый, говорит, один из самых лучших пляжей. И вот именно, говорят, каждый день, вот есть здесь гостиница, отель Хаят, ну это самый один из дорогих отелей. Вот там вот выходит 2 человека каждый день, и просто этот мусор каждый день просто закапывает. Вот видите? Совершенно случайно на пляже мы познакомились с ребятами. Они 2 недели отдыхают на Бали, часто очень путешествуют, минимум 3 раза в год. Перед тем, как поехать на Бали, несколько месяцев все изучали. Первые их слова были такие: нас Бали не впечатлили, и мы сюда больше никогда не поедем. Получается, океан нам не понравился, да еще и ребята сказали, что тут не очень. Настроение у нас, конечно, упало. Поэтому решили взять машину и поехать путешествовать по острову. Надо ж найти какие-то плюсы здесь. Мы выехали из дома примерно месяц назад, и уже у нас было 6 перелетов. Но в этот раз у нас какой-то рекорд ценовой. Мы перелетели с Куала-Лумпура до Денпасара, это Бали, всего лишь за $42. Не верите? Просто откройте Aviasales и просто проверьте. Смотрите, посмотрите все билеты. 3 830 России. Они по-прежнему сейчас по низкой цене. С помощью Aviasales очень выгодно путешествовать. Вот это индонезийские рупии. И мы походу здесь гульнем. Знаете, сколько тут денег? 3 миллиона. Вот это 3 ляма. Посмотрите, 100 тысяч. 200 тысяч. Можешь себе ничего не отказывать. Потому что это аж $200. Поскольку тут индонезийцы зарабатывают на всем, вы прошлись по пляжу, сидит мужик на пляже, качелька платная. Хочешь смотреть на волны, принесет стульчик, будет театр волн. Хочешь смотреть на закат солнца, принесет стульчик, будет театр заката солнца. Да я даже не знаю, насколько нам это хватит. Этих 3 миллиона. Походу быстро растратим. Да что ж ты будешь делать-то? Опять минус. На Бали, оказывается, сумасшедшие пробки. Мы уже даже на секундочку начали задумываться, может, мы очень хотим домой, что замечаем столько минусов. Да нет, просто это, наверное, худшее место, которое я видел по вождению. Мотоциклисты едут в 3 ряда, машины едут в 3 ряда, все друг друга обгоняют, сигналят, шум страшный. Бордюров для пешеходов нету, а если где-то есть, то там сразу же мотоциклисты едут по бровкам, даже не смотрят на пешеходов. Оказывается, Индонезия занимает 4-е место в мире по количеству населения. Здесь живет 280 миллионов человек. Если в Беларуси на 1 квадратный километр 44 жителя, то здесь 718. Конечно, здесь будут пробки. Здесь же ужасное перенаселение. Первая остановка – национальные танцы. Описание танца есть на всех языках. Танец представляет собой извечную борьбу между добром и злом. Раз Бали нас не встретил теплым и чистым океаном, то пройдемся по культуре и традициям. Если вы прилетите на остров, то обязательно сможете увидеть танцевальный спектакль «Баронг». Один из многих видов искусства, тесно связанных с духовной стороной жизни балийцев. И он часто исполняется во время ритуальных церемоний. Этот танец
изображающий классическую битву добра и зла, является одним из самых известных и любимых на острове, и его показывают на Бали во многих местах. Этот оригинальный танцевальный спектакль балийской культуры появился задолго до прихода индуизма на остров. Баронг покрыт густым мехом с золотыми украшениями. Танец исполняют 2 человека. Их движения должны быть синхронными, чтобы изобразить льва в движении. Сюжет немножко затянут, но танец нам понравился. И живая музыка, которую играл чуть ли не оркестр, еще долго звучала не только в нашей голове, но и в столовой отеля. Бали Swing. Что это здесь будет, интересно? Такие, тут для фотографий классные места, такие локации. Снимают фотографию. И каждое видео, каждая фотография ты платишь отдельно деньги. Хочешь возле водопада сфотографироваться? Сфотографировался там. На сегодняшний день в Инстаграме более 1 миллиона публикаций с тегом Бали. Они все яркие, прекрасные и бесспорно популярные. Человек, который не был на Бали, ставя лайк под такой фотографией, ощущает укол зависти. Конечно, каждому хоть раз хотелось оказаться на месте этого человека, выложить в свой аккаунт фото из незабываемого отпуска. Но вы видите, как делаются эти фотографии? На Бали все самые красивые места платные. Когда вы видите в Инстаграме красивое фото, просто знайте, за фотографом стоит 20 человек в очереди, чтобы сфотографироваться напротив водопада, вулкана, рисовых полей, красивой речки, обрыва. Не, реально, мы сняли машину на день и сейчас будем стоять в очереди 10 минут, чтобы сфотографироваться, потом на одной локации, потом 10 минут на другой. Поехали дальше, неинтересно. Это как-то обычное туристическое такое место, чтобы потом в Инстаграме покрасоваться, вот где я был. Где ты был? Ты стоял в очереди полчаса, чтобы возле водопада сфотографироваться одному. А сзади тебя толпа людей. Ихние дворы похожи на какие-то храмы. Там около 20 таких вот помещений с крышами, какие-то здания непонятные. Интересно, можно туда зайти? Вот тут живут ихние люди. Вот это интересно. Посмотрите, какой огромный большой петух. Такой красавец. Где твоя курица? Почему ты опять без кур? Может, это боевой петух какой-нибудь? Хороший. О, смотрите, там опять петух. А почему петухи отдельно сидят в клетках? Это мне очень интересно. Смотрите, опять петух. О, смотри, это черная порода, это с острова Суматра. Смотри, какой петух. У него и мясо черное. Серьезно? Да, у него мясо черное. Видишь, у него гребень черный. У него даже кости черные. У него все черное будет. Когда у них даже яйца черные. Скорлупа. Да, нас когда в Беларусь только их ввезли. А давай спросим, может нам покажут яйца или куры есть? Так он же петух. Не, ну понятно, я про куры имею в виду. Сейчас тебе покажут петушиные яйца. Вот у каждого во дворе вот такие храмы индуистские. У каждого. This is like one in this house. Ага. Yeah, one family. Это Одна семья. тут живет одна And семья. kids. Дети отдельно. Ага. Yeah, maybe two. Смотри, какие у них дети. То есть это обычная семья. Вас посмотрите, какие птички у них. Там птичка, там птичка, там птичка. О, тут голуби.
Вот такие, да? Друзья, а было бы, наверное, клево на Черничном хуторе иметь вот такой бассейн с карпами, кои. Подходить к ним, любоваться, смотреть, фонтанчик слушать. Все, я хочу такой бассейн. Так, стекло, бетончик, обложенный камнем. Тут ничего ж необычного, ну, ничего трудного, тяжелого нет. А у кого у нас такой бассейн есть? На зиму сливать, запускать их в пруд. Стеклянный, но его надо мыть, стекло только. Да, постоянно чистить придется. Здесь еще птички. Здесь голуби дикие у них. Один дом для взрослых, то есть отец, мать, дети в отдельном доме. Вот 3 машины у них. И много живности, причем, видите, для души. То есть птички, канареечки, карпы, кои, петухи даже отдельно. А вот там еще курочки есть вроде бы. Идем посмотрим куры их них. Тоже в клетках сидят? Да, да. Это, я такого петуха никогда не видел. Посмотрите, он как он как фазан. Ой, у него гребень, смотри, какой разноцветный. О. Вот только одна курица вижу, остальные все петухи. Слушайте, у нас такой породы нету. Не бойтесь, не бойтесь. То есть наш водитель просто попросился в дом, а вот их здесь торговая точка. То есть они занимаются бизнесом, у нас у них такое тут кафе, магазинчик. И сразу же живут. Thank you. Купим у этой семьи мороженое и кокос. Ну, ребята, как я загорелся себе свой фонтан с бассейном. Представь, у нас на Черничном хуторе фонтан, бассейн, там плавают карпы, кои. Иногда ты с ними плаваешь, а лишняя вода текет в сажалку. На въезде? Ну, петухи отдельно не впечатлили, пускай ходят с курицами. А вот фонтан, это ж так круто, это ж так красиво. Короче, ты загорелся, у тебя новый проект. Фонтан. Фонтан. Друзья, кто умеет делать фонтаны с бассейнами? Хозяин этого дома. Please, да, дайте трубочку. Вот, и эта девочка тоже в этом доме живет. О, thank you. О, супер. Водитель нам объяснил, что кроме общих храмов, есть и храмы в каждом доме. У каждого двора свой собственный. Балийцы очень набожные. Верят в духов, предков, богов, ставят возле дома святилища и жертвенники. И рассказал, что очень популярны у балийцев петушиные бои. Почти у всех мужчин в доме есть бойцовские петухи. А чтоб они были злее, то их отделяют по клеткам. И часто эти клетки ставят возле дома и ближе к шумной дороге, чтобы сильнее разозлить петухов перед боями. И мы, конечно же, попросили завести нас на настоящие подпольные петушиные бои. И еще подальше в деревню, чтобы посмотреть там местный быт. Водитель согласился. Ведь нам и вам это будет интереснее, чем всякие инстатуры. И в этом видео все вам покажем. Так что не переключаем, еще будет интересно. Сейчас он нас привез на кофейные плантации. Кстати, 5-ю страну посещаем за месяц. Мороженое в Азии очень вкусное. Вся молочка обалденная. Привет. Здрасте. So this one. So this is Arabica coffee. And this one is beehive. So we have honey from this bee. Это как пчелы опыляют, типа этого. Honey bee. Точно. Это для опыления кофе. They cannot sting. Они не кусаются, получается, да? Yeah. So this is special chicken. Специальная курица, говорит, да? That's a wild chicken. Я такие первый раз в жизни вижу, они как фазаны красивые. No eggs? No egg yet. Нету яиц. Вот я таких, прикиньте, мы бы были первые заводчики в Беларуси цветных кур, похожих на фазанов. Ну So нету this is яиц. still empty. I will show you that side. Yeah. So this is coffee. Это кофе? Arabica. Нам вообще интересно куры больше, конечно. Яйца, да? Так, это мы открываем улей. Улей с мухами. С мухой. Опа. To increase your stamina, make it strong. Дай понюхаю. А normal bee?
No, different. Нет? This is special one. Special one. It's like a Это специальные, да? Специально для кофе именно только. А на Бали Normal Bee есть? We have as well. We have normal bee as well. Есть, да? But that's dangerous. They can sting you. But this one no. А, эти не кусаются, есть которые нормальные, которые кусаются. Кусается. Ну хорошо, главное, что есть. Это уже типа локация для фотографий. Chile. Красавцы какие, смотри, всех цветов. У нас тоже такие, но из-за того, что вода, у нас глина на дне, вот именно в нашем пруду, поэтому вода мутная. Я хочу вот такой пруд. Koi fish. А тут за дополнительную плату вы можете пофотографироваться на качелях. На какие-то Балийцы на туристах зарабатывают по полной программе. Видите, даже качель висит над карпами. Просто она сейчас укрыта от дождя. что-то. А любой желающий может сделать красивое фото для Инстаграма. So this animal, they're very smart. They are selected animal. Ага. They can choose good coffee bean to eat it. Yeah, they choose the best one. So then they will swallow the bean. Ага. They ferment it inside their stomach to get coffee, have more or less caffeine. Ага. It's very low, about 0.5% caffeine. Он объясняет, что вот они съедают это кофе, ферментируется стомах, типа желудок, да, и потом эти ягоды Yeah, they swallow the bean only. будут очень хорошие, дорогие. Then we remove all the skin. Yeah. А, вот, Это обычная, да? So this is regular coffee, это оригинал. original. No, А, это а вот вот типа- это какая, да? yeah. Traditional roasting here. Иди помешай. Вот сам. сначала они его обжаривают. Здесь And then we put here. — 60 тысяч. Ну что, я думаю, когда мы еще попробуем кофе Лувак? Золотой кофе мы пили в Абу-Даби, да. а теперь надо кофе. Кофе, да. Пейте. Пейте. Я не любите. How many cup do How many cup? You get testing first. А, Testing это first, yeah. тестинг фри? Yeah. Только за это платишь, а это бесплатно. So you get all of them free. Ты заметил, что экскурсии по плантациям всегда бесплатные, да? Да, да. И здесь тоже бесплатная экскурсия. Вот мы захотели вот это кофе необычное, оно стоит 60 тысяч. Это примерно, сколько, 15 тысяч $1. $4. $4. А остальное он тест дает, говорит, бесплатно, пейте сколько хотите. Подожди. И все горячее. It's hot. Yeah. Это чаи, It's hot. это Да. кофе. Это все чаи, это кофе. Ну, Да. и что нам делать? Пантанчи. Обалденно вкусный, сладкий. Посмотри. Как какао какое-то. Это и есть какао? Да? Какао ванил? Tea, pandan. А, типандан? Yeah. Ванильный кофе. Короче, очень все интересно и очень все вкусно. Давайте все выпьем. Salt. Антон. Давай по приколу. Salt. Слышь, Да, salt. давай сейчас как будто мы с тобой два алкаша и так вот залпом одну. Ты вот те, я те. Это кофе. Мне надо. Ну да, мне чай придется пить. Мне тяжелее. И посмотрим, что он будет делать. Давай. Типа мы алкаши, давай. Типа вот эти. Да, давай. Раз, два. Пошел. Хорошо. Пиво. Ginger, very spicy. Слышали, говорит, careful, типа аккуратно, осторожно, говорит, это, говорит, со специями, с этим. Острое. Don't shot that. Don't shot. Yeah. It's spicy. Yeah. Хорошо, что Дай мне предупредил. попробовать. Я вообще честно не любитель кофе, я для Вали Надо взял, пить его с а она не хочет. наслаждением. Надо пить с наслаждением. Горький. Я такой не люблю. А можно Ну, я У него в попробую? лице разочарование, что мне не понравилось. Ну, а что я сделаю? Ну, вот не люблю я кофе, и что? Он очень горький. По аромату очень классно. То Не. есть вообще, то есть, ну, хороший кофе. So the taste more fruity. It's a bit sweet and sour. Да? Классно. Он очень мягкий даже, если And так вот, also ну. smooth. Не, Он пока что я не понимаю. Тут но реально он мне, бодрит сразу. мне такую чашку выпью, у меня сердце будет талахать. Мне даже от обычного 3 в 1 талахает. И тут, после того, как мы попили кофе, можно купить у них сувениры.
Приехали мы в парк диких обезьян. $20 за троих. Thank you. This for you. Thank you. Thank you. А вот здесь вот вода мутная, и смотри, видишь, уже болезни у карпов кое, видишь красные пятна? Ага, И они стоят такие, не жвавенькие. вялые. Чтобы обезьяны не сидели на самих камерах, их даже сеткой огородили. Это мы $20 заплатили, чтобы на тебя посмотреть. Какая ты красивая обезьяна. Да, по инструкции, смотри, нельзя в глаза смотреть, потому что они будут агрессивные. Это акт нападения у них такой. Сумки держать, не кормить, голым не ходить, а маленьких не гладить, потому что большие будут нападать. Цицку просит. Это маме просится тогда? Не только и в этой тоже. Типа вредничает так, типа. Прикол, да? У них наколки на груди. Ты видел, как он закапризничал, да? Типа, иди сюда. Я хочу на тебе сидеть, типа, висеть. Это похоже на кормовые буряки. В Куала-Лумпуре мы пошли бесплатно в пещеры Бату. Да. Получается, там этих обезьян было. Вот. Тут, причем мы посмотрели бесплатно пещеры, храм. Обезьяны это было просто как бы Дополнение. дополнение. Тут платишь просто за обезьян и ходишь среди вот тысячи туристов. То есть Бали это просто бизнес на туристов. Да. Притом, мы вчера ехали, заезжаешь в какой-то район, заплати за въезд. Тут между районами деньги платят. Потом на какой-то пляж, там где-то что-то посмотреть, зайти на скалу. Заплати за вход. Ну да, но Тут они этим живут, поэтому на каждом шагу. Тут везде за все Рабочее место, я тебе скажу, они не страдают от проблемы там незанятости. Как котята играются. Поставить надо лучше. Опа. Упал. Пока мы в путешествии, захотелось приготовить что-нибудь простое, но при этом вкусное и летнее. Мы с вами уже не раз делились. Все рецепты мы берем в приложении Food.ru. Это очень простое, понятное, бесплатное приложение, в котором вы найдете тысячи рецептов на любой вкус, от простых до высокой кухни. И справится с ним любой, ведь здесь подробно расписаны рецепты с пошаговыми фотографиями. Сегодня мы полистали приложение и наткнулись на рецепт фруктового салата. То, что нам как раз нужно. Все фрукты в основном местные. А вот яблоки привозные. И на них американский флаг нарисован. Походу здесь до Америки ближе, чем до нас.
Жаль, что до наших стран не доезжает такой вкусный, спелый, сочный манго. Получилось очень вкусно, да? А самое главное, что готовить очень легко и понятно. Друзья, скачивайте приложение Food.ru, я оставлю в описании под роликом. И будете готовить в любой точке мира, как профессионал. It is wood sasier, yeah. Anything handmade. Они это все вручную делают, это все. Ты нас привел на уроки труда? Yeah, yeah. Это с одного цельного куска. Его сдвинуть не могу. Это какое-то волшебство, да? Вот это вот все сделано руками. Вот цельный кусок дерева, лошади. Я же говорю, блин, вы представляете, какой титанический это труд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 лошадей. И вот на 8-й просто вот мордочка не пошла, не получилось. Будет 7. Точно. Может, тут 10 надо было сделать. У них все вот эти божества, все статуи, они почему-то с большими пузами. И зубами, как у вампиров. $. Рупия. Это рупия 90 тысяч. Это 90 million. Ага, $6000. Ага. Дискаунт. Дискаунт. 20%. И 4800. То есть вот эта штука стоит $6000. Но он говорит, скидка будет 4800. 4, это $5000. Красиво и дорого. You can take putting something other thing and then you can just okay. С каким пузом, да? А вот это вообще, это получается 70 миллионов. Это сколько тут $1000 вообще? Я если честно, потерялся. 6. Тот 9 миллионов? Где-то около $5000. Тот 9 миллионов стоил, это 7, а этот 70 миллионов. 700 миллионов. 46 тысяч $. Квартира. Квартира в Бресте. Я ее приобнял немножко. Это, наверное, самое дорогое, что здесь есть. Хорошо, что у нас нет чемоданов. Так бы что-нибудь уже запхали туда. Антон уже какую-то женщину обнял, тащит там. Антон, нельзя! 3. Сейчас мы с вами приехали в балийский храм. На Бали живут люди разных вероисповеданий. Есть и христианство, и ислам, и буддизм. Но самая распространенная религия на Бали – это, конечно же, балийский индуизм. Эта религия есть только тут
и больше нигде. Балийский индуизм является смесью шиваизма и буддизма. Сама религия основывается на индуистской философии, но основой для ритуалов являются местные верования, которые заключаются в том, что существует некая сила. И сила – это природа. Каждый ее элемент подвержен влиянию духов. Кроме того, частью верования является поклонение предкам. Балийцы верят, что деяния людей влияют на их судьбу и перерождение в следующих жизнях. Карма. Существует бесконечный круговорот жизни и смерти – сансара. От этого круговорота возможно окончательное избавление. Главные боги – это Брахма, Созидатель, Вишну, Бог жизни, и Шива, Разрушитель. Вот эта троица и управляет бесконечным жизненным циклом мира. А человек должен прилагать усилия, чтобы поддерживать гармонию в своей жизни. И только придерживаясь определенных правил поведения, он сможет соблюсти баланс между демоническими и божественными силами. Религия Бали стала известна миру благодаря богатству ритуалов. Боги и демоны находятся повсюду. И именно поэтому жизнь балийцев наполнена всевозможными церемониями. Балийцы настолько набожны, что не существует ни одного дня без жертвоприношений богам. Находясь на Бали, вы увидите эти подношения практически везде. Они сделаны из цветов, сигарет, печенья, риса, из денег. Но на самом деле важно не содержание подношения, а сам процесс. Балийские храмы представляют собой открытое пространство, огороженное стенами со всех сторон и поделенное на 3 зоны. Сом, смотрите, сом. Сом. Вот Он не один, Это другой? да. Он не дает карпам даже Вот поесть. второй. Это, скорее всего, это не обычный, не европейский, какой-то африканский сом. Во, второй, да. Их не было видно, пока не начали кормить. Они карпам даже не дают подойти, и черепахам. Если вы приедете на Бали, вы обязательно увидите и жертвоприношения, и церемонии, и храмы. Невероятная красота ритуалов и церемоний притягивает сюда людей, а балийцы тем временем постоянно поддерживают равновесие между жизнью человека и космическим миром богов. Если б не эти регулировщики, то тяжело здесь пройти. Никто тебя не пропустит. Но. Мы зашли на их рыночек, где они продают тут для местных одежду, для нас сувениры. Так. Тут и походу торговаться надо. Ни на одной одежде нету цены. Значит, все будет сначала начинаться с 50 баксов, а потом продаваться за $5. Hello, hello. Нет. Я люблю Бали. Hello. Павлины есть у нас, карпы кои есть. Вот я что-то у меня в голове сейчас только как построить бассейн с фонтаном. Good luck. Бали. А вот ему надо, ему. How much? 100? 100 тысяч. Куда ты мне сразу всунула? Я просто спросил. Теперь уже что? Все, забирай. Бали? Покажи. Ёпрст, уже 2 у меня в руках. Насовывают как только могут. Видели, какие они хитрые? Теперь попробую уйти. Уже сейчас, наверное, 3-ю даст. Барон? Вот, как раз на тебя. Бали, барон. How much? 100. Это сколько долларов 100? 100 тысяч, да? 100 тысяч, это 6 баксов. Ну, недорого. Надо Антону сейчас купить. Сейчас 3-ю я не буду держать в руках. Подожди. Надо. Мне не надо. У меня Nike. Вот, Антону, дай ему в руки.
Дай Антону в руки. Сейчас Антону, да. Не, Антон- мне вот такую вот, если что. Вот, ананасика. Антону ананасика. Pineapple. Pineapple. Oh, yes. Есть? О, сейчас тебе. Антон довыпендривался. Оп. Пальмы. А pineapple, подожди, нате вы. Слушайте, что мне с этим делать уже? Пальм. Вау. Так, Ты меня будешь ночью видеть даже. Okay, but а такую нету? Pineapple. 200. Photo, okay? В смысле 200? Я не хочу покупать. Yeah, how much you morning price? How much you please? How much you please? Photo. Какой, говорит, за какую цену ты купишь? Сейчас, подожди. Так мне не надо. Девушка, отпустите нас. Pulau Bali. Покажи. Pulau Bali. Да не надо мне третью, подожди сейчас. Pulau Bali. Pulau Посмотреть. Bali. Yes, Pulau Bali. Бали остров. Так. Антон, что бы ты хотел? Тебе что подобрать? Мне не надо, у меня много всего Мне есть. тоже не надо. У меня тоже вещей куча. А рюкзак один. Так что мы сейчас И он не резиновый, поверь. Покажи слоника. Elephant. Элефант. А нет, там другой кто-то. да? Ну, элефант. Elephant. Сейчас мы думаем. Как там думаем? Может, мы пойдем уже? Отпустите нас, да? Morning price. Morning price. Yes. Please morning price untuk makan. Кушать хочет, Photo, говорит. yes. Вот это Антону. Antono ini 150 dah. За две, говорит, фото. за две 150 тысяч уже. Антон, Photo, yes. да, это ему. Дайте ему в руки. Okay, how much you morning price? Слушай, Yes. сейчас. How much? Подожди, мне одну маечку уже тогда, одну дай мне одну. Мне Yes, one. okay. Chinese, Spanish. Okay? Все, пошло уже 120 тысяч, слышь. Я вам говорил, не заходите сюда. Okay, morning price. Супер morning price. Photo. Слушай, а зачем мне? Подожди, еще раз рассмотрю, ладно. Photo. Покажи. Бали. Yes, Bali. Да я не в восторге от Бали, поэтому я не хочу Бали носить. Еще и с какими-то божествами вашими. Бароном, кстати. Ребята, подождите, сейчас дайте что-нибудь такое нормальное. Бали. Ай, Бали. No Бали. No Bali. No Бали. No Bali. No Но Бали. болит. Ничего не болит. Это что? Все равно Бали. No Bali. Это же вообще пиво. Но бир. Это кто? Слушайте, может мы пойдем все-таки? Это кто? No. No Bali. No Бали. Антон, возьми ты что-нибудь, я тебя прошу. No Bali. Это кто? Это тоже Starbucks. Starbucks. Кофе. Okay. Кофе Бали. Нет, пойдем мы все-таки. Nih, Daniel. Джек Дэниелс? Так Yes, это вообще Jack алкоголь. Daniel. Слушайте, у них то или Бали, No drink. или пиво, или водка, или виски, или ихнее божество. Ну как я буду, я уже даже и купил бы, наверное, все-таки. Okay. Photo. Все, говорит, Morning надо. price. А еще что-нибудь покажи. Пальм. Kalau barong, Барон, но парон. barong no. Вот эта пальма. Такая штука мне вообще не надо, если честно. И эта рубашка, я вчера все... Нет, на рубашка нам тоже не надо. Нет, рубашки не надо. Антон, слышь, можешь меня сейчас схватить за руку и типа ты меня уводишь? Схвати меня и типа за шею или вообще за шею и уводи меня отсюда. Все, пошли. Подожди, я хочу что-то купить. Пошли. Ты, я смотрю, тебя Антон. увлекли очень сильно. Толкай меня дальше, Антон. Потом, tomorrow. Tomorrow. Джек Дэниелс, no drinking. Пошли. Спасибо. Антон, спасибо, мой спаситель. Поехали отсюда, вы слышали? Тебя зацепило, да? Чуть не насунули майки. Сначала по одна 150 тысяч, потом две за 120. Halo. Пойдем, да? Bali. Пойдем. Хорошо, пойдем. Мы как-нибудь в следующий раз к вам приедем. Пошли. Так самое интересное, что типа я на еду, да? Ну купи на еду. Не, на самом деле ж недорого, как бы, но не наш фасончик, да? Да, это для местных. Purnama Beach.
к какому пляжу не подъедь, они платят. Он сегодня уже 10 заплатил. Я не знаю, где куда только не только не едет, заедем. все, форточку открывает и платит. Только странно, что он нас привез и говорит, danger, да, типа опасно, не купайтесь. Ух, нифига себе. Я еще такого темного не видел песка. Он не серый, не графит, вон самый что ни на есть черный. На Бали есть много черных пляжей, и все они находятся в восточной части острова. Черный цвет объясняется песком вулканического происхождения. Пляжи великолепно смотрятся на солнце, но имеют существенный недостаток. Большая часть из них практически непригодна для купания, из-за того, что большие волны, из-за того, что не оборудованы, из-за того, что сильно загрязнены. Конечно, темный цвет выглядит слегка устрашающе, но темный вулканический песок совершенно безопасен для здоровья. Его образование происходит в результате извержения вулканов. Лава потом стекает в океан, от чего остывает и превращается в камень. Этот песок не запрещено брать в руки, в нем не содержится никаких токсических элементов. Это рыба-фуга вот Да, эта. да. Это которая ядовитая рыба. Да. Смущает, что я не видел пока здесь, вот на черном песке, ни одного краба. Тут же камней немерено, тут крабов должно быть тысячи. На самом деле. Что-то отпугивает. Я думаю, грязь их отпугивает. Возле самого океана песочек, как в часах песочных, да? А здесь сверху черные камни, но они покрупнее уже. Гравийная галечка такая. Вот балиец только что сидел, курил, кинул бычок просто на землю, подкурил вторую. То есть они даже не сами вот не соблюдают, вообще не то, что туристы приезжают мусорят, они сами вот под ноги кинулись и все. Вот сюда рыбаки приезжают, продают рыбу, оптом сдают, а мы сейчас у этих оптовиков купим. Поторгуемся. Вот это лобстеры! Я таких здоровых лобстеров никогда не видел. Этим лобстером можно целую семью накормить. Я, если такого увидел где-нибудь под водой, я бы, наверное, всплывал бы сразу уже. Покажи. 709 тысяч. Ага. $50. Дорогой. Не. Такого разнообразия не было даже в Эмиратах. Смотри, здесь. Посмотри. О, Что у нас? Это моллюски. Красная рыба, смотри. это привезли, это привозенная. Австралия. Австралия? А, выращивают, наверное. Говори, что 350 тысяч килограмм, да? $20. $3. Ребята, выбор шикарный, большой выбор. Я не скажу, что тут антисанитария, все красиво, все во льду. Острицы 30 тысяч килограмм. $2 килограмм, ну да, недорого. Да. Рай устричников, да? Ребята, ну такие штуки сейчас возьмем, будем есть, да? Или только рыбу? А, устриц возьмем. Я когда нырял, я часто вот таких цветных, там под водой немерено их. Вообще капец. Ну, мне такую страшно есть даже. И вообще-то она такая красивая, что ее не хочется есть. Я вот, если честно, вот таких бы 3 съел и уже наелся бы. Вот. Это мы зашли только в один из входов рыночек, а их там 1, 2, 3, 4, 5. А там дальше сардины, такое. На меня только что брызнуло, они брызгают. Во. О, Валька, брызгают тебя. Дима приветствует тебя. Пошла, Дима, и все. Валя, что ты знакомишь меня со всеми? Невеста тебя подбирает. Дима Барбос говорит. Скат, гребешки, устрицы, осьминог и 2 вида креветок. Все это надо как приготовить? Вот это надо просто пожарить, да? На гриле. На гриле. Не знаю, как жарить.
что устрицы, их едят живыми, они закрыты. Их открывают, их поливают лаймом. Если она скукожится, значит она жива, ее можно есть. Но без лайма ее есть не надо. Вообще, конечно, в идеале в российских там и белорусских ресторанах их подают на льду, все красиво, с ложечкой. Сейчас нам просто принесут лайм, нам принесут вилочку. Мы с вами поденем ее ножку, польем лаймом. И вместе с жидкостью сидим и насладимся этим шикарнейшим морским вкусом. Посмотрите на эти идеальные жирные устрицы. Такую идеальную жирную устрицу в России найти, мне кажется, просто невозможно. Ну что, уважаемые, давайте берем по кусочку лайма. Это именно азиатский лайм. Он имеет отличие от нашего лайма. Берем. И вот сюда его, да? Да, выливаем, прям выдавливаем. Прямо сырое. Конечно, оно живое. Они еще могут мычать. Ну а что, а теперь, да, они могут издавать звук, но очень-очень тихий. А теперь в рот. Вилочкой? Так а если не понравится, подожди. Свежайшие. Thank you so much. Обалдеть. Класс. Шикарно. Да ну, очень вкусное. Сырое? Да. Конечно. Я на Да, это соло ловлю. ешь и выпивай сок, который Соком ты туда запивай. залил. Запивай. Он запивай. имеет морской Запивай. оттенок, который придаст тебе ощущение, что ты находишься где-то на Бали. Она без запаха. Она без запаха. Давай. Вилочку. Все полностью заедай. Все полностью. Давай, все съедай. Нет, ну блин. Запивай. Все давай. Запивай. Прям вот так вот сделай, чтобы она вылилась в рот. Запивай. Подожди. Сейчас я глотну. Она классная вообще, ты чего? Лучше. Давай. Это самое лучшее. Вот это не смогу. Это самая жирная, Это самая вкусная. Самая часть. вкусненькая. Да, Давай. 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 Сейчас я дышать не буду. Подожди. Вот так? Да. Обалдеть. Вкусняшка еще там. Вот нам принесли вкусняшки. Это креветки маленькие, осьминог, Рыба-скат. скат, Гребешки. гребешки и большие креветки. Блин, круто. Что вы, ребята, и кушаете? Мне на первом месте гребешки, на втором месте маленькие креветки. Не знаю, как вам. Тебе что? Устрицы? Вот это просто обалдеть. Ведь вам все устрицы на первом месте, да? Не, и скат. У меня гребешки. Скат. Не знаю, Скат. устрицы мне просто... У меня первое место устрицы и гребешки. И скат. У него очень нежно, легко, Скат вкусно. очень вкусный. Короче, вкусно было, ребята, вкусно. Вот Посмотрим, как нам будет завтра. последний кусочек ската. Передай. Возле наших отелей было полно массажных салонов. И, кстати, посмотрите на цены. Часовой массаж всего тела стоит $10. Да, это немножко дороже, чем в Таиланде, но зато в раза в 3-4 дешевле, чем на Мальдивах. Супер. Ты мне даже так не делала никогда. Кроме массажа, мы себя и побаловали педикюром и маникюром. Все-таки колющие режущие предметы в самолет было нельзя брать, и мы поехали без ножничек. В Куала-Лумпуре мы на прилавках магазина увидели такой фрукт. Подписчики сказали, что называется змеиный фрукт. Чистится как мандарин. Растет он на 2-метровой пальме. О. И говорят, что он похож... На что он похож? И на клубнику, и на черешню, и на ананас, что-то все вместе. Сейчас скажу. Консистенция яблока. Такой тверденький, как яблоко. Сладкий. А на вкус что? Какой-то как запах малины немножко что-то есть такое. Первый раз в жизни такой ем. Типа клубника. Что-то есть клубничное такое. Послевкусие. Ну такой нету такого. Ах, это самое лучшее, что я в жизни ел. Нету такого. Просто что-то такое вкусненькое, сладенькое. Ну это новый фрукт, как мы попробовали. Съедобно. Чуть вкуснее, чем устрицы. Обычный общественный пляж. Машиной платишь 5000, пешком тоже 5000.
На мотоцикле 2000. На велосипеде 2000. Платят все. И местные, и туристы. Идем на пляж, в то место, где мы еще не были. И очень хочется надеяться, что здесь дорогие отели, здесь почищено, убрано. Или отливом весь мусор убрало. Ну что, с каждым днем все хуже и хуже. Причем местные, они каждый день делают своим богам подношения. Это ж мусор. Антон, для меня южные страны ассоциируются с оздоровлением, с купанием в море. Я даже когда с моря выхожу, специально в душ не иду, чтобы вот эта соль как-то вот лечила тоже. Как-то вот. Но как сюда зайти? Пошли пройдемся, еще посмотрим заодно. Это же природа. И тут только 50% природа. Я бы сказал, на 80% есть природа. Перед пляжем вот такая стоянка. Машин меньше, почти одни байки. Поскольку океан грязный и холодный, мы купаемся каждый день в бассейне. Самый крупный продуктовый магазин на Бали. Это что, белый? Смотри, белые грибы. Ну прям белые. А что это? Белого такой нет, такой под шляпой. Кинг какой-то, королевский какой-то гриб, да? А это тоже такой же, да? Смотри. Это кинг ойстер. Да. Но все равно. У нас только шампиньоны, получается еще. Здесь смотри, и маленькие, смотри. А такие мы в Дубае видели. Да, и в этом Куала-Лумпуре я такие видел тоже. А тут вообще вот несколько видов грибов. А как они называются? 2, 3, 4. Какие-то белые. Вот это грибы, у нас таких нет, друзья. Это что такое? Вот это вот у них такие черные куры. Они считаются очень даже полезные, но у нас такие были, я их съесть не смог. Даже в тушенке они выглядят не очень, как негры какие-то. Причем вы заметили, они здесь, я помню, мой дедушка в детстве в супе кушал вот такие головы. И лапки. А сейчас никто не кушает. Я эти лапки сам кушал в супчиках все время. У них даже вот продается курица. Вот, например, покажите курицу. Они у нас с головами сразу голова. Thank you. Интересно, что масло, вот жарить креветки, продается не в бутылках, как у нас, а в пакетах. Вдоль трасс идут канавы очистительные. Если честно, с них даже канализация немножко воняет. Но вот смотрите, отец с сыном прям на шумной улице ловит рыбу. Причем какие-то разные виды им попадаются. А еще классно, что балийцы такие добродушные. Кто бы чем ни занимался, ты подойдешь, они всегда тебе будут улыбаться и уделят время. А посмотрите, какую наживку используют. Это не такие червячки, как у нас, а просто надевают каких-то насекомых. Сейчас будут выступать петухи, а мы с верхних жердочек на них будем смотреть. Кстати, смотрите, на чем сидим. Настоящий бамбук.
ставим лайк. Кто в детстве, хотя в каком детстве? Кто-то, может, уже и в молодости ловил бамбуковой удочкой рыбу. Я ловил еще. Явно не такой бамбуковой удочкой. Ну да, не такой. Чуть потоньше. Балийцы до такой степени азартны, что им в стране просто-напросто запретили любые азартные игры. Нет у них ни казино, ни игровых автоматов. И петушиные бои у них тоже считаются незаконными. Но балийская полиция на них просто-напросто закрывает полиция глаза. приедет, мы все что приехали на выставку петухов. Точно. Они тут метелиться стали. С нас какие-то деньги требовали, чуть не ограбили. Мы сидим здесь, реально, два белых, да? И они такие на нас смотрят. Кто это? Для чего приехали сюда? Так, тут многие, тут даже не многие, тут 90% даже английского не знают. Они пытаются с нами заговорить, а мы... Мы не понимаем, они нас не понимают. К Вале один подошел и говорит: From India? Надо Вале было сказать: No, from Africa. Мы с вами видели уже петухов вдоль трасс. Обычный возраст бойцовых петухов 1-2 года. Перед боем петухов стравливают, подогревая не только интерес у публики, но помогая до конца определиться с соперником. На улицах мы встречали доброжелательных и добрых балийцев. А тут во время боя страсти кипят нешуточные. Мне кажется, тебя хотел развести, да? Хотят уже ставить меня на ссылку. Давай, говорит, сумками махнемся. Рассветом. До конца боев мы не усидели. Сейчас мы направляемся с вами в балийскую деревню. Кажется, что ехать туда всего лишь каких-то 79 километров. Но навигация показывает, что время в пути будет больше 2 часов. Например, от нашего хутора до Бреста тоже 70 километров. И мы едем максимум 50 минут. Вроде бы остров маленький, максимальная длина там 100 километров. Но эти пробки осложняют путешествие по нем. Туристический район на Бали находится в основном в южной части. И тут основные пробки. А мы сейчас направляемся в восточную часть острова, куда туристы не доезжают. Мы зашли в обычный дом сельских жителей. А вот есть специальный комбикорм. А, концентрат. Сейчас мы посмотрим, как они выращивают скот, свиней. Привет. О, боязливые коровы, да? Маленькие карликовые коровы. Агрессивные быки. Аж глаза кровью наливаются. Он даже пытается бодануть, видите? Видишь? Ага. Заметь, бирки везде, да? То есть... какая шерсть вообще? То вообще такая вот маленькая-маленькая, как вот как у нас эти коты-сфинксы. Так у них такая шерсть, как у сфинксов. О, говорит, сейчас, говорит, покорми. На, кушай. Ну, кушай. Ох, вы, говорит, боятся.
Чужой запах, чужие... Угу. Да не, тут не дело в том, что они вообще думают, люди бывают белые? Боятся есть. Каждый день жертвоприношение богам. Видите, даже перед сараем. Эти не боятся. В целом, смотрите, очень хорошо все грамотно сделано. Свинья даже не перепрыгнет, видите, вот даже метровый загончик, хороший уклон, хороший отлив для воды. И тут даже вот если со шланга поливать, у них чистота будет всегда. И тут им не жарко, не воняет. Порядок. О, ванна. Свиньи наслаждаются просто ваннами. А здесь вот отделение для поросят. То есть поросята сюда выбегут, пососут у мамки молочка и назад. Безопасное место. Очень красиво продумано, да? Пошли. Ты, главное, сюда не перелазь. Вот. Готовят они. Каждый день должно быть жертвоприношение. И женщины, видите, как трудятся. Потом добавят туда какую-то еду, денежку. Вот их не храм отдельно. Sumbangan. Что-то с пальмы, да? То есть на территории храм, летняя кухня, дом, там кухня, там птицы, а уже на другой территории у них свиньи, коровы. А пошли в дом зайдем. Смотри, хорошо иметь дом в стране, где вечное лето. Кинул матрасик, кинул телевизор. Я так понимаю, это гостиная, да? От солнца навес и от дождя есть. Все, лежишь себе, телек смотришь. Кукурузы, да? Тут все, посмотрите, пахнет стариной. Это старинный шкаф еще ручной работы. Кровать. В общем, излишеств нет. Смотрите, даже самое дорогое, что в этом доме есть, это двери и окна. Причем окна внутри смотрится обычно топорная работа. И также и двери. Деревенские, да? Да. А снаружи, классно. царские. Резная. То есть получается, вот как в культуре, хочется показать, что мы крутые и богатые, а на самом деле мы для себя тут обычные скромные люди. Ихние деревни очень похожи на наши деревни. То есть вот как мы на хуторе нашли такую керосиновую лампу, и у них такая висит для красоты. Как мы, смотрите, даже один стиль изготовления лавочки. Это ж какой скромный внутри дом, а снаружи сколько это работы. Это ж все ручная работа, все резное. Черепица натуральная, глиняная на крыше. Да, да. Тоже с узорами всякими. Это свадебное фото хозяев этого дома. Ганеша Студио. А что здесь интересно? Давайте зайдем, посмотрим. А, это спальня еще. Вот. Тоже ничего лишнего. Просто вообще ничего лишнего. Кровать. Шкаф. Все. Живи, наслаждаешься жизнью. Заметьте, даже окон нету. А вот вместо окон вот такое вот. Ветер гуляет. Ты представляешь, что вот среднестатистической вот этой деревенской индонезийской семье нужно раз в 10 меньше потребления, чем вот обычной европейской. Раз в 10. Им вообще ничего не надо. Им рис,
кусочек мяска, все. Ни отопления, ни окон. С бетона залил себе домик и все. Просто живут и наслаждаются. И они жизнерадостные, не улыбаются все. Никакой суеты. Хозяйство, поле, огород. Вот посмотрите, не туристическое место. Сок здесь обходится 7000 индонезийских рупий. В кафе возле отеля такой же сок стоит 55 тысяч. То есть дешевле для местных примерно в 8 раз. Вот это настоящая цена сока. Они цыплят могут выводить не так, как мы только летом, 3 месяца в году. Они, может, их могут выводить круглогодично. А это ихняя кухня. Именно наша семья, куда мы приехали, они готовят на газу. Хотя уже тут еще многие на костре. Открытом огне, да. Вот такие вот дворы, где отдельно кухня, отдельно одна спальня, отдельно зал, отдельно домик для детей, отдельно храм. У нас все делается под общий дом, построен под общей крышей. Для чего нам под общей крышей? Даже для того, чтобы для отопления экономить энергию. Как, Валюшка, как тебе терочка? Самодельная. Самодельная жесть пробитая терочка. Вроде бы цивилизация пришла в мир, да? Но нет у них блендера, кофемолки. Вот водичка на улице. Никогда не перемерзнет. Не надо на зиму перекрывать. А выход из двора у них очень красивейший. Для на церемонии. вулкан. Hello. Представляете, сколько они выращивают эти цветы? Они нужны им каждый день для приношения для богов. Фая. Хороший манго. Будем брать вот этот вот мягенький. Да, 2000. 2000. 3 раза дешевле, да? Возьмем пару килограмм. Не знаю, сколько в вашей стране стоит манго, но тут, вне туристической зоны, получается где-то $1 и 1 цент килограмм. А здесь он очень сладкий, очень вкусный. 3,5 kilo. Давай, нормально. Itu timbangannya 3,5 kilo. 200 rupiah. Она говорит, что 3, максимум, ну, хорошо, окей. 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 Да, мы это оптовики заехали. Сколько 3,5? 70. 70 тысяч. Все стоит 70 тысяч индонезийских рупий. Копейки. 70 тысяч за 3,5 килограмма. Спасибо. Ршут на нами, говорит, смотри, какие смешные эти белые. Мы сегодня проснулись в шикарнейшем месте. Мы вам покажем еще один отель. Он достоин нашего внимания, потому что здесь мы себя чувствуем как дома. И в лучшем месте мы еще не жили. То есть тут такой вот пол. Справа дом для Антона, слева для нас. Между нами личный наш бассейн. Номер нам только что опять убрали. Большая спальня. Всю ночь пели сверчки, которые в темноте еще и светятся, а утром начали петь птицы. Пропасть метров 50, а снизу текет река.
рисовые поля. В этом отеле примерно 5 домиков, несколько гектаров территория, и живет сейчас во всем отеле всего лишь 8 человек. Мы вчера мылись в этой каменной ванне, а вокруг, правда, плавают рыбки. Да, кстати, в горячей ванне, а сверху нету крыши. Тут же вечное лето. Душ не тропический, а просто целый водопад. Есть маленький минус у этого отеля. Он не на берегу океана, а в центре джунглей. Мы находимся прям, наверное, почти в центре Бали. Это тут недалеко город Убуд. Этот номер стоит $89 за сутки. С включенным завтраком и получасовым массажем. Ну, великолепный вид. Это самое, что лучшее, что есть в этом отеле. Рисовые поля, джунгли, звуки природы. В том номере я удивился, что раковина прямо в номере. А тут их вообще две раковины. Все правильно, чтобы муж с женой не поругались, кто первый чистит зубы в каменной мойке. Место, откуда не хочется переезжать. А нам надо уже куда-то ехать дальше. Вся территория отеля вот в таких вот ступеньках. Пошли прогуляемся и покажем вам. Давай, сейчас. Help, давай, покажи. О, все, сейчас я тебе помогу. Мы сейчас с тобой быстро тут все разложим. Слушай, он нашел бесплатную рабочую силу, да? Дима комбайнер. Слышь, чувачок, а кто мне шорты постирает? Я вообще-то на завтрак шел. На мероприятие. Можно я пойду? Спасибо. Так он меня... снимает, типа он меня заставил работать, смотри. Он тоже нас снимает в этот момент. Help me. Меня в рабство отправили. Все, хватит уже мне. Я ж не справляюсь, весь вымазался уже. Подожди, возьми серпик еще порвать надо. Не, пойдем. Баса. На территории всего этого отеля на склонах выращивают рис. Причем рис тут получает несколько урожаев в год, независимо от периода. То есть вот видите, в этом месте посадили, в том уже жнут, в третьем он цветет, и так круглый год. И сюда на тракторе никак не подъехать, поэтому на этих всех склонах рис обрабатывается исключительно вручную. Кокос, да. Кокос? Угу. Сладости. И с тростниковым сахаром. Вот такой вот завтрак. Мы вчера вечером пошли, написали, что мы хотим, выбрали. И вот это вот. Нормально будет. Произведение искусства. На территории отеля тоже есть коровы, куры. А ты боишься меня? Боишься? Поставим. Не бойся. А это общий бассейн. И наши виллы находятся вот там внизу. Кажется, очень близко. Но минут 5 надо в гору подниматься.
Если остановиться и закрыть глаза, ощущение как дома. Антон, давай подведем итог о Бали. Ну вот побыли мы 10 дней на Бали, что мы можем сказать о ней? Скажи, слышь, что ты можешь сказать за 10 дней? Тут надо год прожить, чтобы что-то понять. Но действительно, как на первые 2 дня мнение сейчас поменялось. Да, есть минусы, что тут пробки. Да, есть минус, что Валентина за 10 дней ни разу в океане не покупалась. Но посмотрите, сколько есть плюсов. Здесь обалденный колорит, вы увидите традиции, самобытность, супер природа. Просто сюда, когда едешь, не надо вот настраиваться, что это будет самый лучший райский курорт. Тут, как и везде, есть свои плюсы, есть и минусы. Да или нет? Да. Ты вот, я тебе скажу, ты уже сказал. Все, что я хотел сказать, да? Практически да, то, что колорит, но здесь на самом деле надо погрузиться в остров, чтобы понять его. Потому что на самом деле по архитектуре, памятникам, храмам, природе, то есть здесь реально даже не передать, как это. Просто к этому надо привыкнуть, ощутить в себе какую-то энергию, понять это. Тут же много живет большое русское сообщество, да, вот на этом острове. И я так понимаю, они не живут в курортной зоне там. Мы сюда приехали, тут дешевле все. Массажи сразу в 2 раза дешевле, да. Соки в 6 раз дешевле, фрукты дешевле, даже курс валют и тот выгодней. И получается, что тут мы не можем однозначно сказать, какой этот остров. Тут есть и плюсы, и минусы. В общем, в целом, да, действительно природа шикарная. И, наверное, из-за того, что так шикарно все сюда переехали и перенаселили этот остров бедный. И властям надо, чтобы здесь было все идеально, построить метро, железные дороги. Потому что сюда очень много инвестируется денег. А что дальше будет, если сейчас ехать в какое-то место хочешь поехать, полдня едешь туда, полдня назад. Ну и что? Тут получается, если, и каждому свою, путешествовать здесь трудно. А приехать вот так вот релаксовать и чилить, вот так вот, и вот отсюда вообще не хочется уезжать даже на самолет. Да, с сообщением здесь такая самая загвоздка. Сколько мы столкнулись, да, это куда-то заехать, это на столько времени потратить, что просто простоять в пробках. Я бы сказал так же так. Куда бы вы ни ехали, не фантазируйте, что там будет супер классно, супер там обалденно. Вот и все. Все, друзья. Всех обнимаем. Пока. Пока. Пока-пока.